Размер завораживает людей, всегда завораживал. Когда в XIX веке первые палеонтологи начали находить кости динозавров, огромные, больше человека, они не могли поверить, что это останки реального существа. Казалось, что природа не способна создать ничего настолько большого. Они ошибались. Сегодня мы знаем, что жизнь на Земле за 4 миллиарда лет экспериментировала с размерами так, что это не укладывается в голове. Существа длиной с 9-этажный дом, хищники тяжелее грузовика, животные, чей вес превышал вес всей живой природы в округе. В этом видео 10 самых больших животных за всю историю Земли. Некоторые из них вам знакомы, некоторые вы наверняка не слышали никогда. А одно настолько загадочно, что ученые до сих пор спорят, существовало ли оно вообще в тех размерах, о которых говорят окаменелости. Именно оно займет первое место. И сразу честное предупреждение. Когда мы говорим о размерах вымерших животных, это всегда оценка. Кости деформируются за миллионы лет. Полные скелеты находят крайне редко, а разные методы расчета дают разные результаты. Там, где есть неопределенность, мы скажем об этом прямо. Поехали. Парацератерий. Парацератерий. Крупнейшее наземное млекопитающее за всю историю Земли. Жил от 34 до 23 миллионов лет назад на территории от Китая до Западной Европы. Родственник носорога, но без рога, с длинной шеей и на длинных ногах. Если бы вы встретили его на прогулке, первая ассоциация была бы, наверное, что-то среднее между носорогом и жирафом. Высота в холке около 5 метров. Это значит, что голову он держал на высоте 7-8 метров, как третий этаж здания. Вес от 15 до 20 тонн в зависимости от оценки. Для сравнения, современный африканский слон, самое крупное наземное животное сейчас, весит около 6-7 тонн. Парацератерий был в 3 раза тяжелее. Питался он листьями деревьев, срывал их с верхушек, куда не мог дотянуться никто другой. По сути, это была та же экологическая ниша, что сейчас у жирафа, только масштаб другой. Жираф весит тонну, парацератерий — 20. Почему он вымер? Климат. Около 23 миллионов лет назад в Азии и Европе началось иссушение. Леса отступали, степи наступали. Для животного, питавшегося листьями деревьев и требовавшего огромного количества пищи каждый день, это был приговор. Деревья исчезли, исчез и парацератерий. Он открывает наш список. Но по меркам того, что будет дальше, он почти маленький. Спинозавр. Спинозавр. Крупнейший известный хищный динозавр. Возможно, крупнейший наземный хищник за всю историю Земли, хотя это зависит от того, какую оценку веса принять. Жил около 195 миллионов лет назад на территории нынешней Северной Африки. Там, где сейчас пустыня Сахара, тогда были огромные речные дельты и заболоченные леса. Первые кости нашли в Египте в 1912 году. Потом эти кости уничтожила британская бомбардировка Мюнхена во Вторую мировую, музей, где они хранились, сгорел, десятилетия ученые работали только по старым описаниям и зарисовкам. Только в 2014 году нашли достаточно полный новый материал, который перевернул все, что думали о спинозавре. Оказалось, что он был полуводным, плавал, охотился на рыбу в реках, огромную рыбу, потому что реки мелового периода Африки населяли рыбы длиной 6-8 метров. Спинозавр был буквально создан для воды. Короткие задние ноги, плавниковый хвост, длинная крокодилья морда с коническими зубами — идеально для захвата скользкой добычи. А парус на спине высотой до 2 метров из удлиненных отростков позвонков мог служить терморегулятором, жировым запасом, как у верблюда, или просто демонстрацией для привлечения партнера. Скорее всего, все сразу. Длина тела 14-15 метров. С весом большой вопрос. Ранние оценки давали 20 тонн. Последние работы, учитывающие его полуводный образ жизни и более легкий скелет, около 7-9 тонн. Разница огромная, и дискуссия продолжается. Тем не менее, по длине тела это один из крупнейших хищников в истории. Тираннозавр рядом с ним выглядел бы как подросток. Шестозавр. А вот это неожиданный участник. Шестозавр не динозавр, это ихтиозавр, морская рептилия. Жил около 220 миллионов лет назад, в триасовом периоде. Внешне напоминал огромного дельфина или кашалота. Обтекаемое тело, ласты, вертикальный хвост.
Длина тела около 21 метра. Это больше, чем большинство динозавров нашего списка. И вот что странно, при такой длине он, по всей видимости, питался мягкотелыми, кальмарами, мягкими рыбами, без зубов. Просто всасывал добычу, как кашалот. Гигантский мирный пылесос триасовых морей. Это само по себе удивительно. Один из крупнейших хищников своей эпохи был по существу не хищником в привычном понимании. Никаких зубов, никаких когтей, никакой драмы. Просто открываешь рот и засасываешь все, что поместится. Шестозавр вымер вместе с большинством триасовой морской фауны в массовом вымирании на рубеже Триаса и Юры около 200 миллионов лет назад. Одно из 5 великих массовых вымираний в истории Земли. Море опустело и заполнилось снова уже другими существами. Патаготитан. Возвращаемся на сушу и сразу на другой уровень. Патаготитан майорум обнаружен в Патагонии в Аргентине в 2012 году. Официально описан в 2017. На момент открытия официально признанное крупнейшее наземное животное из когда-либо найденных. Длина около 37 метров. Вес 65-70 тонн. Это примерно 10 африканских слонов одновременно. Или небольшой самолет, только живой и питается папоротниками. Патаготитан – зауропод, длинношеый травоядный динозавр. Жил около 101 миллиона лет назад в том, что сейчас является аргентинской Патагонией. Тогда там был теплый влажный лес с обилием растительности, необходимые условия для того, чтобы прокормить существо такого размера. Скелет патаготитана настолько огромен, что его полная реконструкция в натуральную величину выставлена в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. И голова динозавра буквально высовывается из зала в коридор, потому что в зале не хватает места. Сколько он ел в день? Точно неизвестно, но по аналогии с современными крупными травоядными и масштабом тела, речь идет о сотнях килограммов растительности ежедневно. Он буквально должен был есть почти непрерывно. И при всем этом он не на первом месте, даже не на втором. Это много говорит о том, что будет дальше. Аргентинозавр. Если патаготитан признанный рекордсмен по данным последних лет, то аргентинозавр – старый претендент, который до сих пор не сдает позиции. Найден в той же Аргентине в 1987 году, описан в 1993. И с тех пор постоянный участник споров. Кто же крупнее – аргентинозавр или патаготитан? Проблема в том, что от аргентинозавра найдено очень мало. Несколько позвонков, фрагменты тазовых костей, большеберцовая кость. На основании этих фрагментов ученые пытаются оценить полный размер, и оценки расходятся катастрофически. Одни говорят 70 тонн, другие 100, третьи 90. Это не потому, что ученые плохо работают, а потому, что просто не хватает материала. По длине тела онцикенной было немного короче патаготитана, но по весу, возможно, тяжелее. Или нет. Этого мы не знаем. Именно поэтому мы поставили его на 6-е место, а не выше. Не потому, что он меньше, а потому, что мы не знаем достаточно. Неопределенность — это тоже информация. Пока идут дискуссии об аргентинозавре и патаготитане, примерно каждые несколько лет кто-нибудь откапывает в Патагонии новые кости и объявляет, что нашел еще более крупного динозавра. Патагония, похоже, была настоящей фабрикой гигантов. Что-то было в той экосистеме – климат, растительность, отсутствие определенных хищников, что позволяло зауроподам вырастать до таких размеров. Мы еще не до конца понимаем, что именно. Мегалодон. А вот теперь то, чего многие ждали – мегалодон. Только 5-е место. Знаем, но сначала заслуженное уважение. Мегалодон был реальным. Жил от 23 до примерно 3-4 миллионов лет назад. Был акулой, родственником современной большой белой, только в несколько раз крупнее. Зубы до 18 сантиметров в длину. Для сравнения, зубы большой белой акулы около 5-6 сантиметров. Мегалодон кусал силой около 100 тонн. Это самое мощное известное давление укуса в истории животных. Питался он китами, настоящими китами. Находят кости китов с характерными следами укусов мегалодона, огромные полукруглые выемки в ребрах. Он атаковал крупных морских млекопитающих, как современные большие белые атакуют тюленей, только жертвы были другого размера. Почему только 5-е место? Потому что по абсолютному размеру длина тела до 18 метров, вес до 70 тонн,
Он уступает нескольким другим участникам нашего списка. И еще, мегалодон вымер. Это точно. Несмотря на все теории заговора и фильмы ужасов, его нет в современном океане. Зубы мегалодона не разлагаются тысячи лет, они превращаются в окаменелости, и самые свежие из найденных датируются 3-4 миллионами лет назад. Если бы он жил сейчас, мы бы находили свежие зубы постоянно. Мы их не находим. Он вымер, скорее всего, из-за изменения климата и исчезновения теплых мелководных морей, где водились его основные жертвы – молодые киты. Океан изменился, меню исчезло, гигант ушел. Левьетан. А теперь то, о чем мало кто говорит, когда речь заходит о морских хищниках. Левьетан. Жил примерно в то же время, что и мегалодон, около 12 миллионов лет назад. Найден в Перу в 2008 году. Это вымерший кит, родственник современного кашалота. Но с одним принципиальным отличием. У него были зубы. Огромные, настоящие, функциональные зубы длиной до 36 сантиметров. Это самые большие зубы из всех известных животных, не считая бивней. И он использовал эти зубы для охоты на других китов. Вдумайтесь в это. Кит, который охотится на китов. Он был примерно такого же размера, что и мегалодон, около 13-17 метров. И они жили в одно время, в одном океане. Это значит, что в Миоценовом океане Южной Америки одновременно существовали два вершинных хищника такого масштаба. Встречались ли они? Атаковали ли друг друга? Мы не знаем. Но у нас нет ни одного ископаемого, которое бы показывало, что Левьетан победил мегалодона или наоборот. Возможно, они просто делили океан, охотясь на разную добычу в разных зонах. Левьетан назван в честь библейского морского чудовища и в честь Германа Мелвилла, автора «Моби Дика», потому что ученые, которые его нашли, видимо, тоже понимали, что именно они держат в руках. Почему он выше мегалодона? По чистым размерам они примерно равны, но Левьетан менее известен, и именно здесь его место. Как темная лошадка, о которой зрители, возможно, еще не слышали, и которая оказывается ничуть не меньше знаменитого конкурента. Пируцет. Добро пожаловать в зону настоящего шока. Пируцет колоссус. Если вы не слышали это название, не удивляйтесь. Его описали только в 2023 году. Это одно из самых свежих и самых поразительных палеонтологических открытий последних десятилетий. Найден в Перу, в пустыне Ика, в тех же слоях, где нашли Левьетана. Это вымерший кит. Жил около 39 миллионов лет назад, задолго до мегалодона, задолго до Левьетана, и по предварительным оценкам он может оказаться самым тяжелым животным из когда-либо существовавших на Земле, включая голубого кита. Но подождите, длина тела всего 17-20 метров. Это меньше, чем голубой кит. Как он может быть тяжелее? Ответ — в костях. Кости пируцета невероятно плотные и массивные. Это явление называется пахиостоз – патологическое или адаптивное утолщение костей. У пируцета кости настолько тяжелые, что один позвонок весит больше 100 килограммов. Это в разы плотнее, чем у любого другого известного кита. Зачем такие кости? Ученые предполагают, что они работали как балласт, как утяжелители у дайвера. Позволяли киту держаться на мелководье, медленно двигаясь вдоль дна в поисках пищи. По размеру рта и зубов он, вероятно, питался мягкими морскими организмами у дна. Теперь о весе. Разброс оценок от 85 до 340 тонн. Это чудовищная неопределенность. Если нижняя граница верна, это сопоставимо с голубым китом. Если верхняя, это в 2 раза тяжелее любого животного, когда-либо жившего на Земле. Открытие настолько свежее, что научное сообщество еще не пришло к консенсусу. Одни ученые говорят, что верхние оценки сильно завышены, другие, что плотность костей действительно указывает на феноменальную массу. Спор продолжается прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Именно поэтому пируцет на 3-м месте, а не на 1-м. Потому что первые 2 места занимают существа с более устоявшимися данными. Но следите за новостями, через несколько лет, когда появятся новые исследования, этот рейтинг может полностью перевернуться. Голубой кит. Вот она, голубой кит. Самое тяжелое животное из достоверно задокументированных. Живет прямо сейчас, и это делает его уникальным в нашем списке.
Он не ископаемое, не оценка по фрагментам костей, не научная дискуссия. Это реальное существо, которое плавает в океане в эту самую минуту. Длина до 30 метров, вес до 180 тонн. Это больше, чем вес всех динозавров нашего списка, кроме самых тяжелых оценок патаготитана. Язык голубого кита весит столько, сколько слон. Сердце — около 700 килограммов размером с небольшой автомобиль. Удар сердца слышен с 2 километров. И при всем этом он питается крилем. Миллиарды крошечных ракообразных длиной 2 сантиметра — вот что кормит крупнейшее животное на Земле. Он заглатывает огромные порции воды вместе с крилем и процеживает ее через пластины китового уса. В день он потребляет около 4 тонн криля. Голубой кит — живое доказательство того, что самый большой не значит самый страшный. Это мирное существо, которое просто фильтрует море. В 20 веке китобойный промысел поставил голубого кита на грань исчезновения. За несколько десятилетий было убито около 360 тысяч особей. К 1960 годам их осталось несколько тысяч. Потом промысел запретили, и популяция медленно, очень медленно восстанавливается. Сейчас в мире около 10-25 тысяч голубых китов. Это звучит как много, но до начала китобойного промысла их было по оценкам от 200 до 300 тысяч. Мы почти уничтожили крупнейшее существо в истории планеты ради жира и масла. Голубой кит заслуживает первого места, но мы отдали его кому-то другому. И сейчас объясним почему. Маарапунизавр. Знаки вопроса в описании намеренные. Потому что маарапунизавр — это загадка. Возможно, самая большая загадка в палеонтологии. История начинается в 1877 году. Американский палеонтолог Эдвард Копп нашел в Колорадо фрагмент нейрального отростка позвонка. Буквально кусок кости, который торчал из скалы. Размер этого фрагмента был таков, что если бы позвонок был целым, он соответствовал бы животному длиной от 50 до 60 метров. Весом, по некоторым оценкам, свыше 150 тонн. Копп описал находку и назвал ее Amphicaelias fragilismus. Дал ей имя, внес в научные записи, и на этом все. Потому что сама кость исчезла. Была потеряна, разрушилась из-за хрупкости. Она была из очень пористой породы. Или просто была неправильно каталогизирована и до сих пор лежит где-то в музейных запасниках. С тех пор существо известно только по единственной зарисовке и описанию в старой научной статье. В 2018 году его переименовали в Marapunisaurus fragilismus и отнесли к другой группе динозавров – диплодоцидам. Что ставит под вопрос прежние оценки размера. Диплодоциды были длинными, но легкими. Возможно, длина была огромной, но вес значительно меньше, чем у массивных титанозавров. Итого, у нас есть зарисовка одного фрагмента кости, сделанная в 1877 году. Есть научная статья. Есть несколько переизданий с пересчитанными оценками. И нет ничего больше. Было ли это животное длиной 60 метров? Мы не знаем. Весило ли оно больше голубого кита? Мы не знаем. Существовало ли оно вообще в таких размерах? Или Копп допустил ошибку в описании? Мы не знаем. Маарапунизавр занимает первое место не потому, что он точно самый большой, а потому, что он мог бы быть самым большим. И мы никогда этого не узнаем. Это самая большая тайна в истории изучения жизни на Земле, зашифрованная в одном потерянном куске кости. Если завтра кто-нибудь найдет эту кость в старом музейном ящике, все, что мы знаем о размерах животных, придется пересматривать заново. Давайте посмотрим на наш список целиком. Парацератерий – 20 тонн, крупнейшее наземное млекопитающее. Спинозавр – 15 метров, крупнейший хищник суши. Шестозавр – 21 метр, тихий гигант триасовых морей. Патаготитан и аргентинозавр – 70, может быть 100 тонн, гиганты меловых лесов. Мегалодон и левьетан – вершинные хищники Миоценового океана, охотившиеся на китов. Пируцет – загадка 2023 года, возможно, тяжелее всех. Голубой кит – реальный и живой, 180 тонн прямо сейчас. И Маарапунизавр – тень в архивах, кусок кости которого больше нет. Что объединяет всех этих существ? Ни одно из них не стало большим просто так. За каждым огромным размером стоит экологическая причина. Доступность пищи, климат, отсутствие конкурентов, давление хищников. Природа не растрачивает энергию на бессмысленный рост.
Если что-то вырастало до 180 тонн, значит, это давало преимущество. Значит, среда это позволяла и поощряла. И еще одно. Из 10 существ этого списка живет только одно – голубой кит, и оно находится под угрозой. Остальные 9 исчезли. Кто-то из-за климата, кто-то из-за изменения экосистем, кто-то из-за нас. Размер не дает бессмертия. Самое большое существо на планете может исчезнуть так же, как исчезли все остальные в этом списке. Голубой кит сейчас существует. Это не данность. Это пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Если было интересно, поставьте лайк и подпишитесь. Это помогает каналу делать такие видео. И напишите в комментариях, какой участник сегодняшнего списка удивил вас больше всего.